Первые хозяева сибирской хаски по кличке Клауд живут в небольшом городке Нью-Филадельфия, Пенсильвания, США. Более 10 лет они держали пса на цепи в своем дворе. Конечно, эта порода морозоустойчивая, но всю жизнь держать даже такое животное на улице – чистой воды беспредел. Для укрытия у Клауда была только старая дырявая будка. Так безрадостно, наверное, и закончился бы жизненный путь собаки, если бы однажды рядом с ним не рухнул древний соседский дом. Когда спасатели приехали на место происшествия, они обнаружили недалеко от обломков привязанного на цепи пса и ужаснулись его состоянию. Это было очень худое подобие собаки со скомкавшейся шерстью. К счастью, в штате Пенсильвания строгие законы в отношении благосостояния животных. Например, запрещено держать собаку на цепи снаружи дома дольше 9 часов подряд, а в зимние месяцы – дольше 30 минут. Поэтому спасатели забрали Клауда у хозяев и передали приюту Хилл-Сидис пса. Там собаку тщательно помыли, привели в порядок шерсть и обследовали. Также стало понятно, что пес глухой. В приюте Клауд чувствовал себя не в своей тарелке. Всю жизнь он сидел на цепи на улице, а тут вдруг впервые оказался в помещении. Он постоянно ходил. Каждую минуту, что он не спал и не ел, он наматывал круги до изнеможения. Сотрудники приюта поняли, что необходимо передать дело в руки специалиста по реабилитации таких животных. Так Клауд попал на передержку в дом Элеонор Гаррет, сотрудницы приюта и хосписа для старых собак. Женщина сразу поняла, что это будет непросто. На новом месте пес продолжил ходить и стал натыкаться на вещи и предметы. В доме постоянно что-то падало и ломалось. Еще одной проблемой было то, что Клауд с недоверием относился к людям, Элеонор и 3 ее детям. Однажды Клауд спрятался в прачечной за сушилкой, разбросав вещи вокруг. Элеонор не пыталась выманивать собаку оттуда, она решила дать ей время для адаптации и просто иногда проверяла, что с ней все в порядке. Через сутки женщине понадобилось постирать белье. И вот когда она, не обращая внимания на животное, занималась своими делами, она наконец почувствовала собачью лапу на своей ноге. Похоже, Клауд наконец понял, что здесь он в безопасности, его любят и не причинят вреда. С этого момента с каждым днем дела становились лучше. Не последнюю роль в реабилитации бедолаги сыграли другие собаки, жившие в доме Элеонор. Они учили его, что значит быть домашней собакой. К сожалению, женщина не могла оставить Клауда у себя и поэтому нашла ему новых хозяев. Когда они пришли знакомиться с псом, то по его поведению было понятно, что он влюбился с первого взгляда. Понимая, что Клауд больше 10 лет не знал, что значит быть любимым домашним питомцем, новые хозяева составили что-то вроде списка «Успеть сделать». Они пытаются дать животному все то, чего он был лишен все это время. Семейство много гуляет. Клауду купили большой ортопедический матрас. Его кормят вкусняшками, много фотографируют и даже делают массаж. Мы очень рады за Клауда, жаль только, что все это спустя годы мучений и одиночества. Переходите на наш канал, у нас много интересных видео о животных. До свидания.